Так, всем привет! Сегодня я не в меру продуктивен, я решил записать еще сразу видос, и более того скажу, я запишу еще 4-й видос по функциям, потому что у меня прямо появилась какая-то очень большая мотивация, чтобы познакомить вас уже с вот этими минимальными конструкциями, я имею в виду ифы, вайлы, форы и функции, на которых вы уже можете писать, в принципе, какие-то нормальные программы. И тогда и примеры я смогу вам показывать более такие интересные, и будет все как-то поприкольнее, считаю. Так вот, в этом видео я вас познакомлю с другим циклом, который называется for. Он по сути своей вообще, да, он похож на while и do while, но в нем есть некоторые различия по алгоритму его выполнения. То есть у него есть немножечко другие, во-первых, выражения, и он немножко по-другому выполняется. Я считаю, что нужно обязательно заострить на нем внимание и прям отдельный видос по нему записать. Что ж, давайте рассмотрим сразу на примере. Объявляется цикл for с помощью такого же ключевого слова for, а также ставятся круглые скобки. Но смотрите, здесь стоит понять такую вещь, что в цикле for мы уже имеем не только условное выражение, да, как мы это имели в случае с ифами, с вайлами, дувайлами. У нас под круглыми скобками было просто условное выражение, которое проверялось, высчитывалось либо в истину, либо в ложь, и затем программа либо выполнялась, либо не выполнялась. В for же у вас есть три выражения. Первое выражение – это объявление переменных. Причем эти переменные можно будет использовать в теле этого цикла. И более того, в большинстве случаев такая переменная, объявленная в первом выражении цикла for, да, в круглых скобочках в самом начале, она будет использоваться в качестве каунтера. Каунтер – это такая переменная, которую по сути мы на самом деле уже использовали, просто я не прибегал к такому термину. Это переменная, например, value, которая была в прошлом уроке, которую мы постоянно в теле цикла либо уменьшали на единицу, либо увеличивали на единицу. В общем, это переменная, которая что-то считает, и обычно ее значение изменяется либо в положительную, либо в отрицательную сторону, и мы, как правило, проверяем, что эта переменная является меньше какого-то значения или больше какого-то значения. То есть, в принципе, все, что вы видели в предыдущем уроке. Очень часто вы можете видеть, что такая переменная называется одной простой буквой, например, I, J, N, M, K. Но еще некоторые, конечно, могут называть полностью, написать какое-то полноценное имя, там, counter или count. Я часто прибегаю к обычному варианту, просто пишу какой-то A или J, там, в зависимости от количества вложенности. Про вложенность мы еще поговорим отдельно. Хотя, в принципе, из локальной области видимости вы уже что-то немножечко должны запомнить были про вложенность. Так вот, объявляем переменную, присваиваем, инициализируем ее значением 0, и это первое выражение, то есть эта переменная будет использоваться в теле цикла for. Далее идет второе выражение, и это уже привычное для нас, я имею в виду привычное в круглых скобках, условное выражение, от которого тоже будет зависеть выполнение тела цикла for. Давайте, например, проверять, что у нас значение нашего каунтера, вот этой переменной i, меньше 5. И далее мы опять же отделяем точкой запятой наше условное выражение. И далее идет третье выражение, которое может высчитывать, например, нашу переменную i. Допустим, мы хотим ее увеличивать на единицу. Для этого мы можем написать привычную нам конструкцию i, присвоить значение i плюс 1. Это то, что мы уже часто использовали. Но с другой стороны есть другой оператор, который называется префиксным инкрементом. Есть префиксный инкремент, есть также еще постфиксный инкремент, но мы этой темы пока что не касались, и я отложу ее до следующего урока, потому что там есть некоторые нюансы, которые, так скажем, не совсем прозрачны, не совсем тривиальны, о них стоит сказать, и поэтому пока воспринимайте, что вот этот префиксный так называемый инкремент, он просто увеличивает ваше значение вашей вот этой переменной i на единицу. Далее мы закрываем круглые скобки, ставим фигурные скобки, которые будут опять же являться телом нашего цикла for. И теперь очень важный нюанс. Я когда изучал программирование, когда изучал циклы for, я сразу не мог понять, почему у цикла for какое-то странное как будто выполнение, какой-то странный порядок, алгоритм. Так вот, смотрите, в чем нюанс.
Когда вы видите цикл for, его нужно воспринимать следующим образом. Сначала вы смотрите на первое выражение под скобкой и какие там переменные, потому что переменных может быть масса. В принципе, то есть выражение тут может быть любое, как и здесь, так, тут условное выражение, понятно. Но пока что не вдавайтесь в подробности и просто запомните, что в большинстве случаев вы будете видеть именно вот такие форы примерно в похожей форме. Вы увидите, что в форе, скорее всего, объявлена некоторая переменная, которая, скорее всего, является каунтером для этого цикла, то есть счетчиком. Смотрите сразу, так, объявлена переменная I, инициализирована значением 0. Хорошо, все, про это вы забываете, то есть это происходит один раз, присваивается переменная, и далее вы к этому выражению уже не возвращаетесь. Далее происходит проверка условного выражения, так же, как примерно это происходило для циклов while и do while. И если это условное выражение возвращает истину, то выполнение программы переходит в тело цикла. Не вот сюда, не вот к этому выражению, а в тело цикла. Мы можем это, опять же, проверить, просто выведя значение переменной в консоль. Как мы уже делали неоднократно. Давайте все это лучше в дебагере запустим, естественно, чтобы убедиться, что все именно так происходит. Нажимаем, ставим breakpoint, не забываем, нажимаем F5. Так, терминал мы сюда выведем, чтобы видеть результат выполнения программы. И начнем потихонечку шагать. Видим, что в данный момент мы находимся на строке 5, и переменная I, наш каунтер, имеет мусор какой-то. То есть пока что еще его значение не проинициализировано нулем. Нажимаем F10, в результате чего присвоится, проинициализируется переменная I, и в условие I менее 5 вернет истину. Но вот это выражение не выполнится, и мы это поймем, потому что мы перейдем на новую строку, а значение не должно измениться, то есть должно быть значение 0. Нажимаем F10. Видим, что выполнение перешло на новую строку, и видим, что значение все еще 0. То есть, как мы его проинициализировали нулем, так оно и осталось. То есть, соответственно, это выражение не выполнилось. Выводим еще раз, нажимаем F10, выводим в консоль, видим, да, что I равно 0. Далее выходим из тела, да. И далее, смотрите, мы уже, то есть компилятор, да, выполнение программы не переходит опять к присваиванию, к объявлению новой переменной, да, такой же. То есть это уже выражение будет проигнорировано, и компилятор сразу перейдет к высчитыванию нового значения переменной I, и с учетом этого нового значения произойдет проверка условного выражения. Смотрим, то есть I изменится на, по идее, так как мы увеличиваем I должно измениться, соответственно, 0 плюс 1 изменится на единицу. Смотрим на результат, нажимаем F10. Так, да, переходим сначала сюда, еще раз нажимаем Step, чтобы выполнить. И видим, что да, действительно, I стало равно единице. Соответственно, условное выражение все еще возвращает истину, и поэтому мы перешли в тело цикла. И в результате в теле цикла мы снова выведем в консоль наше значение переменной, еще раз дополнительно убедимся, что оно действительно равно единице, опять переходим из тела цикла в высчитывание нашей переменной и в проверку условия. Переменная высчитывается в 2, условие выполняется, тело цикла выполняется, мы получаем очередное подтверждение в консоли, и так будет до тех пор, пока переменная не станет равно 5. Но тут смотрите, вот в момент сейчас мы выводим значение 3, сейчас мы переходим к выполнению нашего выражения последнего, третьего, да, увеличение на единицу I, оно становится равно 4. Пока что цикл еще раз выполнится, значение 4 выведется в консоль, а вот теперь, когда мы перейдем к выполнению, I высчитывается в значение 5, условное выражение перестает возвращать истину, и поэтому оно, то есть цикл перестает выполняться и выходит. Опа, все. Мы благополучно завершаем программу. И все, то есть, в принципе, цикл for, он очень похож по своей сути на циклы while и do while, просто у него есть вот такой немножко нестандартный алгоритм выполнения, во-первых, и во-вторых, он снабжен удобным вот таким синтаксисом в плане объявления переменной, которая чаще всего используется как такой каунтер, условным выражением подряд и подряд высчитыванием нового значения каунтера.
Вот, в принципе, все, ребят. Я думаю, что с форум на базовом уровне понятно. И я думаю, что в следующем уроке можно уже потихонечку переходить к изучению функций. Это тоже одна из вообще важнейших, в принципе, вещей в программировании. Без функций мы никуда. И после этого уже возможно будет давать вам более интересные примеры, решать более интересные задачи. То есть у вас в руках будет, в принципе, уже весь такой базовый функционал, чтобы написать какую-то интересную программу. Все, ребят, спасибо большое за просмотр. Давайте до скорого. Удачи в обучении.